Пора избавиться от этой маски. Что ж, вы знаете меня как хе-хе, хи-хи, ха-ха. Я устал это скрывать. На самом деле... Ультра Kill. Ультра Kill — это лоу-поли шутер от первого лица, сделанный почти полностью одним финским разрабом под ником Хакита. От одной лишь атмосферы хочется срать под себя. Один из самых страшных хорроров, в которые я играл. Здешние головоломки заставляют мыслить нестандартно, что определенно плюс. У данной новеллы очень увлекательный сюжет, за развитием которого интересно наблюдать. Но, конечно, к управлению в этом платформере у меня есть претензии. Короче, лучший симулятор рыбалки, в который я играл. Ничего не понятно, да? Ультра Kill — это все-таки шутер от первого лица. Почему Ультра Kill? Ну... Пока за окном натурально Hell on Earth, я в смысле уже ноябрь? Этот ролик должен был выйти еще в июле, ну что поделать. В Ультра Килле мы играем за робота V1, за местоимение которого на Reddit будут сраться еще веками, который отправляется истреблять ад. У меня слово «истреблять» в тексте написано Блять, я не знаю, я не помню, я это специально сделал или нет. Просто это смешно. Ой, да кому это интересно, когда Blood is fuel, hell is full, ultra killing, ultra violence. Ультра Kill — это как Doom, только круче. Точнее, нет, Doom Eternal все еще является одним из моих любимых шутеров. Ультра Kill, он более ебанутый. Сами посмотрите, самым страшным противником здесь является... женщина. Но зато в игре можно трогать траву. Но мы-то знаем, что настоящие ультракилл энджойеры проходят игру, не касаясь ни травы, ни воды. А еще взрывают же. А любая, даже самая бредовая мысль воплощается здесь в жизнь. Что если я выстрелю по гранате из рейлгана? Или что будет, если ударю свои же пули из дробовика? В обоих случаях будет бум, но это ладно. Да, даже если посмотреть, какие новые связки оружия или техники передвижения открывает комьюнити с каждым новым обновлением, то в голове появляется только одна мысль. Чё, а так можно было? И да, множество из этого просто баги, которые разраб, довел до ума. К слову о разработчике. Хакита на полнейшем приколе. Я не ебу, что он там курит, но в последнем апдейте он добавил... Киев? Еще возможность стать атак-хеликоптер, но это ладно. Он как человек-оркестр, и он и игру делает почти полностью сам, начиная от графики и лора, хоть и лор тут и основан на божественной комедии Данте. Кстати, о Данте. Ультра Kill — это не только Doom или Quake, но еще и Devil May Cry. Тут и ад с его кругами, и счетчик стиля, и в музле. Очень заметно, что Хакита делал Ультра Kill под вдохновением от DMC, что становится еще более очевидным, если посмотреть на сайт, через который распространялся ранний доступ к Ультра Kill. Сейчас он, к слову, переадресует на страницу игры в Steam. Хакита даже музло сам сделал, кстати, почти все. А музло тут ебет. Короче, Хакита, стань моим отцом. Габриэль, вы. Кстати, про музло. В каждом кругу ада свой стиль музыки, да и вообще вся музыка в Ультра Kill'е варьируется от спокойного, балдежного эмбиента до ебать чертей. Очень необычно. Ну, вроде всю базу по Ультра Kill'у я вам вывалил, так что погнали уже играть. Ай. После такого, я думаю, стоит удалить игру. Это мы берем. О, дружище, ты вернулся. Ой, это что? Тот самый Sword Machine?
По-моему, он легче был, нет? Ну, мне не надо никому ничего доказывать, я уже прошел один раз весь этот. Ничего, поиграем на нормале, все нормально. Собственно, первое то оружие. Дробовик умеет одну очень интересную вещь. Помимо того, что у него есть гранатомет, он еще умеет стрелять, как дробовик. Но если мы сделаем вот так, как можете заметить, если ударить свою пулю от дробовика, она ускорится и взорвется. Ну, что сказать. Звучит логично. Все. Дробовик появился, и проблемы все исчезли. САС. Дичайше извиняюсь, я забыл главную базу ультракилла, собственно. Главная база ультракилла это одна единственная вещь. Монетки. Ну а это так, прикол. О нет, страшный голова камень, что же мы с ним делаем? Парирование дробовиком. На самом деле дробовик превращается в пулемет, как только у тебя появляется вторая версия дробовика. И... ну, я думаю, вы сами все прекрасно видите. Церберус. Ну, чё, Церберус это там, это трехголовая собака, которая стоит, которая ад охраняет, или что-то типа того, не знаю, не силен в географии. Abandon hope all we enter here. Но на самом деле Церберус это мужик-баскетболист, чей шар можно парировать. Если вы любите парировать мужские шары, это противник как бы для вас идеален. И, к сожалению, мы разозлили его парня. Он не смог смириться. И умер. Добро пожаловать в шоу Трумэна. И сразу же в следующий секретный уровень. Я понимаю, что я сейчас делаю вещь, которая, ну, которую не уважают в сообществе ультракилла. Это табу. Настоящие ультракилл-энджойеры этим не занимаются. Но я это сделаю, чтобы... ну, чтобы мне просто лучше спалось. Пососите, хейтеры, я застрял. Я потрогал траву. Но это ебучие головоломки, я слишком тупой, блядь, чтобы это делать, поэтому я полез наверх. Оба! Все, пойдемте дальше. Ну, как вы могли заметить, в ультракилле есть секреты. Где-то в глубинах лимба механизм пришел в действие. Поэтому надо шариться по углам и находить разные приколы прикольные. Поэтому шаримся по углам и находим всякие приколы. С. Что? Бля, я уронил мыло. Это... мыло? Так, смотрите. Сейчас все сойдется, все ниточки. Мы сейчас в аду. Как правило, в ад попадают кто в первую очередь? Правильно, фанаты Genshin Impact. Ну, я думаю, вы уже поняли, к чему я клоню. Вот главный... ну, среднестатистический, так сказать, average фанат Genshin Impact. Помойся, сука. Как видите, он не выдержал такого. Я, пожалуй, возьму, потом помоюсь сам. Пизду двери. Он поступил точно так же, это уважаемо. Здравствуйте.
Виту есть существенный недостаток по сравнению с Виваном. Он не умеет кидать монетки и делать projectile boost. Поэтому, видимо, я сейчас пососу на нормале, но если говорить в общем, то у него практически тот же самый арсенал, что и у игрока, поэтому его можно считать так, скилл-чеком и аналогом мародера из Дума. И да, он дал мне пизды. На самом деле я поддавался, ну, чтобы все честно было, как бы я... Правильно, у меня уже сколько? Наверное, 50 часов. Поэтому... Ну, чтобы честно было, понимаете. Ну, у меня появилась большая рука, которая больно бьет. Но, к сожалению, ей нельзя парировать, поэтому она мне не по нраву. Ну, собственно, добро пожаловать в похоть. Первое, что бросается в глаза здесь, это, конечно же, бисексуальное освещение. Райан Гослинг. Вообще, я не понял, где здесь похоть-то? Дайте секс. Блять. О, нет, это же женщина. Как вы можете заметить, у нее тоже есть шары. Блять, и лазерный луч. Взрыв женщины был обязателен, тут ничего не поделаешь. Кажется, я все-таки нашел секс. Флорп. Там был флорп. Это не Виван, как вы могли подумать первоначально. Это совершенно другой персонаж, ни разу, ни капельки не похожий на Вивана. Да. Ладно, парни, ну никому не интересно читать текст. Посмотрите на красивую робо-женщину, блять, и давайте пойдем дальше, пока не случилось ничего хорошего. Я не хожу в школу. Что? Я не хожу в школу, это правда. Самая красивая девушка в городе. Я Мираж. Да, видите, это не Виван, это Мираж. Все, разобрались. Почему-то с каждым разом все длиннее и длиннее ответы становятся. Парни, что? А еще соотношение сторон становится все меньше, меньше и меньше. Интересно, сколько это будет продолжаться? Пойду помоюсь, что ли? Я помылся, и, к сожалению, оно просто остановилось на квадратном. Я думал, будет что-то прикольное. Ну, Хакита меня расстроил. Официальная игра Кал 0 из 10. Пожалуйста, хватит, мне некомфортно. Ёб твою мать, какая же она душная. Можно я пойду домой? Ты не права. Да, походу мне удалось ее переубедить. Ой, как это мило. Сила любви превратила 4/3 в 16/9, ну... Интересно, а как выглядит R34 по ультракиллу? What a terrible day to have eyes. Ну, ура, конетка. Я могу потрогать? Блять, стой! Наеда, почему наеда? Блять. Я не хочу идти в темноту, тут страшно везде. Все, пошло нахуй отсюда. Открылся потолок. Спасибо. Я думаю, вы не сомневались, что гигантский кулак, летящий тебе в лицо, можно было парировать. Я, честно, не знаю, как парирование кулака наносит ему урон. Видимо, он отлетает ему назад в лицо, но... Так, колючая проволока, аккуратно. Тут...
Queen, turn back now. The layers of this palace are not for your kind. Turn back, or you will be crossing the will of God. Your choice is made. As the righteous hand of the Father, I shall rend you apart, and you will become inanimate once more. Behold, the power of an angel! Куда? How can this be? Bested by this thing? You insignificant fuck! This is not over! May your woes be many and your days few. Позор. Унижение. Он недостойный и нежеланный у ног совета. Их глаза пылали суровым недовольством, глядя сквозь телесные и душевные раны Габриэля, вынесенные на всеобщее обозрение. Сошел ли он с пути нашего Создателя? Он недостоин его священного света. Свет Отца неугасим. Он счел нужным его растратить. Их слова отзывались в конечностях Габриэля, проносясь по ним, как молния по проводам, с пронзительным шипением, которое лишило бы меньших слуха и зрения. Святой свет в нем — это неудержимая буря божественной ярости, непреодолимая для простых объектов. Он это знал. Святой Совет, моя преданность Творцу абсолютна. Я никогда не отступал от воли Отца нашего, но машина... Ты смеешь предлагать, что могущество Отца может быть поколеблено простыми предметами? Невозможно. Ересь. Неуразимо. Ересь. Ересь. Тишина! Твое вероломство не будет терпимо. В наказание свет Отца будет отсечен от тела твоего. У тебя 24 часа до того, как последние угли погаснут. И ты вместе с ними. Докажи свою преданность, исправь свои ошибки. Когда свет был вырван у существа Габриэля, крики его были заглушены шипением Евангелия, восхваляющего Бога. Кипящие муки, с которой не могло сравниться даже адское пламя. В этом пылающем пламени мучений была выкована жгучая ненависть. Если машина ищет крови, он даст ее. И с такой ярости, что даже металл начнет кровоточить. Я не нашел все пластины. Поэтому мы сейчас пойдем их искать. Ну как искать? Я примерно помню, где они все находятся, поэтому ничего сложного. Надеюсь, не будет. Точнее, я помню, кто как где находится. Еще одна. Насчет второй я не уверен. Да, к слову, секретный босс. Секретный босс. К нему нужно долго готовиться, но, как вы знаете, я профессионал. Но вы готовьтесь, там сейчас будет скример, вот. Так, ну, я готов. Так, сейчас нужно собраться. Я же говорил, я профессионал. Ой, я разозлил старшего брата, блин. Но он, походу, сейчас сам себя уничтожит. Лох, блядь. Ну, собственно, вот и
Вторая пластина. Айфоргор. Типа секретный босс. Ну как босс? Это два противника, с которыми мы уже встречались. Две сворд-машины. И они тоже фанаты Геншина. К моей удаче. Ну, мы в аду, как бы тут все. Вот оно. Вот он. Собственно, чем он отличается? У него повышенный урон, уменьшенная скорострельность и пиздатая анимация взвода курка. И звук. Интересные ребята тащат камень в гору. Кто же это может быть? Конечно же, это мои соседи сверху. О нет, это же библейский аккуратный ангел. Успокойся, что ты разозлился-то? Если у вас внезапно возник вопрос, можно ли его парировать? Да, возможно. Да, если кто не понял, у него появляется третья рука, а он не берет, а не он берет. Блять. Примерно так видит мир плоскоземельщики. Песок больно жжется. Сюда. Настала ночь. И пятая рука. И с помощью вот этих револьверов можно планировать. Ну, это почти боевой вертолет, но не совсем. А вот и сосед сверху. В общем, как самые смышленые уже догадались, это отсылка на Call of Duty. Вот. Ну что, не помните, там это вот, когда там этот капитан Прайс, там этот полетели, там вот это, там еще Spec Ops The Line был. Ну вот эта хуйня, ну что вы забыли в самом деле, не фанаты что ли? Каких-то интересностей здесь ничего такого нет. Ну, просто прикольный и забавный уровень. Разраб, как всегда, на приколе. В общем, если разбить все эти коробки на уровне, откроется чит, который позволяет включить подобный режим в любом другом уровне. Я это уже делал, поэтому этим я сейчас заниматься не буду. Ну вот он. Самый любимый уровень меня и еще, наверное, каждого из игроков. По идее, его можно пройти без факела. Я это сейчас и сделаю. Потому что... Фредди? Нихуя не видно, страшно. Закрытая дверь. Написано держаться подальше. Ну а я не дурак, я послушаю. А кого я обманываю? Гробница королей. Чел в крутой розовой шапке. Чел с крутыми усами. Чел с грибом. Чел с крутой бородой и очками. Чел с крутыми очками. Вот они, ваши новые боги. Что? Блять? Ну, какие-то шутник, блять. Погоди, что это за звук? Того. Это опять какая-то отсылка к кого-то, которую я не понимаю. Потому что я, ну, дурак, тупой, там, не шарю за крутые отсылочки.
Что же мы получаем за этот прекрасный босс-файт? Табличка. Ну база. Кое-кто пришел за реваншем. Ну вообще это я пришел, но как бы реванш-то ему нужен. Ну короче, ну ладно, вы поняли. О, у тебя новая рука. Скоро станет моей, кстати. Виту научился кидать монетки. Дело в том, что он собирал мелочь все это время, пока мы проходили игру. Давайте сделаем вид, что этого не произошло. Но, думаю, в этот раз он точно умер. А за руку спасибо. Ну а теперь силой зеленой руки, собственно, можно и раскрыть эту загадку. К слову, это пирамида Флорпа. Сам Флорп появится чуть позже, нужно лишь подождать. Интересный дядя. А вот это еще интересней. Это альтернативная версия нейлгана, собственно, пиломет. Стреляет рикошечащими пилами, умеет... ну, вот так делать, да. Короче, вещь имбовая против толпы противников. Берешь просто в толпу, запускаешь этот, делаешь кругляшочек. На босс-файтах также полезно. Ну, в общем, вот такие дела. Так, ну что ж. По этому пляжу, по горящему песку мы находились. Наконец-то пришло время подобраться уже к морю. Собственно... Блин. Ой. Ебучие бактерии, блядь, как же я их ненавижу. Ну а тут мы удачно попадаем в гнев. Ну что ж, добро пожаловать в настоящий геймплей, достойный FPS игры. Ебучий симулятор рыбалки. Смешная тупая рыба. Друг, you're my friend now. О нет. Обед. На самом деле наблюдать за этим всем не так весело, как играть в этот уровень, потому что находить самому этих рыб по описанию и прочему, это гораздо интереснее, чем смотреть, как это делает кто-то другой. Послание в бутылке. Если вы это читаете, пожалуйста, помогите. Я уже несколько недель как застрял на острове вдали от берега. У меня заканчиваются припасы. Меня потянуло покорять волны в надежде найти легендарную рыбу второго размера. Я прочесал каждый сантиметр воды и суши, но безрезультатно. Я решил, что они должны обитать далеко за пределами моря, поэтому я отправился в плавание с месячным запасом рыбы. Но волны потопили мой корабль, прежде чем я смог найти что-либо. Вы моя последняя надежда. Направляйтесь к большому ковшу, вы найдете меня на острове.
Принесите мне больше рыбы и уходите, чтобы я смог продолжить поиски. Рыба 2 размера моя. Нет. Идешь ты нахуй, мужик, рыба 2 размера будет моей. Тут есть автомат, в котором описание, ну, всех рыб. Вот. Смешной, тупой рыб, друг. Тупая рыба. Реально тупая рыба. Тупоголовый кретин. Дурак. Абсолютный идиот. Имеет неплохое чувство юмора. Я когда первый раз Сатурн проходил, я очень долго думал, что как поймать эту ебучую рыбную палочку. И кто бы мог подумать, что тут можно рыбачить в сковородке. Тут можно рыбачить где угодно, даже в колодце. День 529. Все еще в поиске. Никаких вестей от агентства уже 216 дней. Я должен вернуться в штаб, но я не могу. Не сейчас. Я должен узнать. Она где-то здесь. Она здесь. Я должен увидеть. Я должен узнать. Я должен увидеть. Я должен узнать. Я должен увидеть. Я должен узнать. 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 Размер 2. Рыбу 2 размера мы, конечно же, не поймаем, потому что ее не существует. Вы можете ругаться, можете там бить мебель, можете плакать, кричать, дергаться в истерике, но вы должны принять правду. Рыбы 2 размера не существует. Это все миф, навязанный Хакитой. Как уважаемые рыбаки должны, ну, отпускать рыбу, как бы, вместо их обитания, да. Куда ты, бля? Иди плавай в колодец назад, сука. Блять, это что? Это лягушка? Интересные тут лягушки, конечно, обитают. Ну ладно, на самом деле, насколько я знаю или помню, вроде как это хрень из Iron Lung, тоже хоррор игры прикольный, вот она от тебя в конце. Сука. Что? Ну и к слову о рыбе 2 размера. Вот ее было 2 экземпляра всего, и они все у разрабов, поэтому вы ее больше не поймаете. Рыбы 2 размера не существует. Разработчики выловили ее всю, их было всего 2 в этом мире, а теперь их больше нет. Они больше не смогут размножаться, и никто не получит рыбу 2 размера. Вот вы довольны, разработчики, а? А что же там такое в трубе? О, да это же... Нет, это Флорп. Тот самый бог, которому поклоняются на уровне жадности. Но я бы его побаивался, если честно. Дядя Лодочник. Пока что он не агрессивный до тех пор, пока цел тотем. В принципе... Его можно скипнуть, заплатив ему денежку. Ничего не поделаешь. Будем драться, а я побью его флорпом. Hamster. Ух, я себе его заметнула. А те говорили с флорпом не шутить. Я Жакита, принеси мне жертвоприношение. Это даст мне силу выбраться. Жакита за русских, что ли? Ну, думаю, многие из вас уже и так догадались, что мы, к сожалению, должны сюда принести. Извини, Флорп, ничего личного, но придется принести тебя в жертву Жаките. Надеюсь, с тобой все будет хорошо. Блять. Спасибо. Теперь я уничтожу этот мир.
Блять. Сука, кто там пишет? Ну, да, игра просто крашнулась. Блять, сука, соседи сверху опять квартиру затопили. Не будете мыть руки перед едой, эта хуйня поселится у вас в жопе. Вау. Machine, I know you're here. I can smell the insolent stench of your blood-stained hands. I await you down below. Come to me. Limbo, lust, all gone, with gluttony soon to follow. Your kind know nothing but hunger, purged all life on the upper layers, and yet they remain unsatiated. As to you, you've taken everything from the machine, and now all that remains is perfect hatred. Machine, I will cut you down, break you apart, splay the gore of your profane form across the stars. I will grind you down until the very sparks cry for mercy. My hands shall relish, mending you here and now. Beaten by an object, twice. I've only known the taste of victory, but this taste is this my blood? I've never known such relief.
I need some time to think. We will meet again, machine. May your woes be many, and your days few. Тишина, самоанализ. Скольких он убил? Задумывался ли он об этом вообще? Сколько жестокости он воплотил и для чего? Скольких он обрек на ад и кому это выгодно? 2 поражения от рук машины изменили Габриэля. Мир некогда предполагаемой волей Божией был разрушен. Только ему оставалось собрать его воедино. Его части собрались перед светом угасающего костра, который не мог поддержать даже свежее топливо. И этот новый свет показал Габриэлю истину. Части никогда не подходили друг к другу. Совет так называемых людей, хвалящихся Богом, которого не было. Он исчез, испарился. Совет еще гнался за светом Божьего огня. Их память о его словах и воле искажается и деформируется, и остальные массы неба бездумно идут по их следам. Ангелы по-прежнему действуют во имя Отца, но царство его изменилось. Теперь огонь угасал, захлебываясь от нехватки тепла. Габриэль смотрел на угли с совершенной ясностью. Он обнажил свой клинок и держал его на фоне угасающего света. В его отражении он увидел перерождение оружия, управляемого уже не чужой, а его собственной волей. Он знал, что слова сами по себе не переубедят масс. Он решил предпринять нечто более радикальное. Смерть заполнила аудиторию. Разбросанные трупы некогда могучего совета теперь покрывают поверхности зала. Их последние вздохи падают с клинка Габриэля. Последний член совета теперь прижатый к стене пытается выдавить слова между паническими вздохами, пока смерть приближается к нему размеренными шагами. Подожди, ты не можешь так поступить. Наш статус запрещает это. Это измена, ересь, душегубство. Мы высшая власть, наш закон повелевает тобой. Вы повелеваете ничем. Ваши слова больше не имеют власти ни надо мной, ни над кем-либо еще. Бесполезно пытаться уговорить мой клинок вернуться в ножны. Но люди на нашей стороне! Граждане небес знают, что мы справедливы! Масса следует за вами из страха и отчаяния. Я покажу, что им нечего бояться, ибо нет ни расы, ни происхождения, ни высокого ранга, ни святого статуса, которые могли бы остановить острое лезвие меча. В нас течет одна кровь, а подушки ваших тронов сделали вас хрупкими и бессильными. Пожалуйста, Габриэль, пойми, совет следует воле Отца нашего. Ты стремишься пройти против Бог мертв. Огонь погас. Вы гоняетесь за призраками. Прими это, брат. Силуэт Габриэля теперь возвышается над советником. Его тень падает на вскором безжизненный труп. Он поднимает свой меч для последнего взмаха, в то время как плачущий советник на полу бормочет свой последний слабый аргумент. Но свет Отца, без меня ты не сможешь соединиться с ним. И если ты убьешь меня, ты сам будешь мертв через несколько часов. Я знаю. Чистый бесшумный порез скользит по шее советника, с элегантностью и легкостью перерезая ему позвоночник. Его голова падает на мраморный пол, вскоре за ним следует и тело. Лишенный статуса, но полной цели, Габриэль передал свое последнее послание ангелам, собравшимся у ворот, прежде чем в последний раз покинуть небеса. Люди увидели, как он протянул руку, не говоря ни слова. В тишине послание донеслось даже до дальних концов космоса. Поаккуратней,